Всем привет! Сегодня приготовим быстрый, необычный и очень вкусный суп. Рецепт настолько прост, что его осилит даже ребенок. Берем кастрюлю из расчета на 3 литра воды и наливаем в нее 2 литра воды. Ставим на огонь. Картофель нарезаем кубиками. Кладем нарезанную картошку в горячую воду. Оставляем вариться на 2-3 минуты. Одну луковицу нарезаем кубиками. Одну морковь нарезаем сначала пластинками, а затем пластинки режем кубиками. В сковороду наливаем немного растительного масла. Насыпаем нарезанный лук. Пассируем лук до золотистости. Добавляем нарезанную морковь. Готовим еще 1-2 минуты. Овощную пассировку добавляем в кастрюлю с картошкой. Сюда же кладем 160 грамм плавленного сыра. Я использую сыр янтарь. Все перемешиваем до полного растворения сыра. Все солим примерно половиной столовой ложки соли. Перчим черным молотым перцем. И насыпаем 1 чайную ложку молотой сладкой паприки. Перемешиваем. Когда суп закипит, добавляем в кастрюлю 500 грамм замороженных пельменей. Опять перемешиваем. Варим суп до готовности пельменей, примерно 5-7 минут. Мелко нарезаем зелень, я использую петрушку и укроп. Добавляем зелень в суп, перемешиваем. Суп готов, снимаем его с огня. Суп с пельменями получился очень вкусным и сытным. Готовится максимально просто и быстро. Такой суп сможет приготовить каждый. Также у меня на канале есть и другие рецепты супов. Чтобы долго не искать, некоторые из них я покажу в этом видео. Следующим приготовим быстрый и вкусный суп всего за 30 минут. Рецепт очень простой, а все ингредиенты готовятся в одной кастрюле, что делает процесс удобным и быстрым. Нарезаем небольшими кусками свиную грудинку. Ее понадобится примерно 200-300 грамм. Вместо грудинки можно использовать любое готовое мясо или колбасу. В кастрюлю, в которой будем варить суп, наливаем растительное масло. Кладем нарезанную грудинку. Немного ее обжариваем. Это придаст мясу дополнительный вкус. Одну луковицу нарезаем кубиками. Лук добавляем в кастрюлю. Перемешиваем и еще немного обжариваем с грудинкой. Одну морковь трем на крупной терке. Ее тоже добавляем в кастрюлю. Обжариваем 1-2 минуты. Сюда же выдавливаем 2-3 зубчика чеснока через пресс. Опять перемешиваем, продолжая процесс приготовления. Насыпаем 1 чайную ложку хмели сунели, 1 чайную ложку молотой сладкой паприки,
и добавляем 2 столовых ложки томатной пасты. Все перемешиваем и немного обжариваем, чтобы раскрылся вкус приправ. В кастрюлю наливаем примерно 2 литра кипятка. Вода обязательно должна быть горячая, чтобы не прерывать процесс приготовления. Перемешиваем. Одну картофелину трем на терке для пюре или на самой мелкой терке. Добавляем ее в кастрюлю. Тертый картофель сделает суп более густым и наваристым. Остальные 400 грамм картошки нарезаем небольшими кусочками. Картофель тоже кладем в кастрюлю. Примерно 200 грамм капусты мелко шинкуем ножом. Капусту еще немного измельчаем, чтобы она быстрее приготовилась. Капусту солим и обминаем руками. Добавляем в суп. На этом этапе смотрим на консистенцию супа. Если хотите приготовить более жидкий суп, то налейте еще больше горячей воды. Варим суп примерно 10-15 минут до готовности картофеля. В конце приготовления все солим примерно половиной столовой ложки соли. Добавляем 2 лавровых листа и перчим черным молотым перцем. Все перемешиваем. Нарезаем пучок петрушки. Зелень добавляем в суп в самом конце приготовления. Все перемешиваем и снимаем с огня. Суп готов. Разливаем его по тарелкам и сразу подаем на стол, пока он горячий и ароматный. Суп получился очень вкусным, насыщенным и наваристым. Благодаря картофелю он приобретает приятную густоту, а специи и другие ингредиенты делают вкус богатым и сбалансированным. Готовится он максимально просто и быстро, так что справится даже начинающий кулинар. Обязательно попробуйте приготовить этот суп. Он точно вам понравится и станет одним из любимых блюд в вашем меню. Приятного аппетита! И последним приготовим очень вкусный суп с плавленным сыром. Этот рецепт отлично подойдет, когда нет времени на готовку. Приготовление максимально простое и быстрое. Одну луковицу нарезаем кубиками. Берем 3-литровую кастрюлю и ставим ее на огонь. На дно наливаем растительное масло. Кладем нарезанный лук. Пассируем лук до золотистости, периодически перемешивая. Одну морковь трем на мелкой терке. Лук немного подзолотился, кладем тертую морковь. Перемешиваем и готовим еще примерно 1-2 минуты. 3-4 картошки нарезаем кубиками. Всего для супа понадобится 400 грамм картофеля. Сюда же в кастрюлю к пассерованным овощам кладем нарезанный картофель. Наливаем 2 литра воды. Все перемешиваем и варим овощи после закипания воды на небольшом огне примерно 10 минут. Пока варится картофель, 2 плавленых сырка нарезаем кубиками. Всего понадобится 150 грамм сыра. Картофель сварился. Добавляем в суп плавленый сыр. Все перемешиваем до полного растворения сыра.
Для супа желательно выбрать качественный сыр, чтобы он растворялся, а не остался комочками. В конце варки в суп добавляем 50 грамм вермишели из твердых сортов пшеницы. Перемешиваем. В суп кладем 1 лавровый лист. Солим примерно половиной столовой ложки соли. Перчим черным молотым перцем. Все перемешиваем. После добавления вермишели и специй ждем, пока суп закипит. Пучок петрушки измельчаем ножом. Подготовленную петрушку добавляем в суп в самом конце. Все перемешиваем и снимаем с огня. Для такого супа отлично подходят сухарики. 2 ломтика хлеба нарезаем кубиками. Подготовленный хлеб кладем на сковороду. Обжариваем сухарики до золотистого цвета, периодически перемешивая. Сухарики готовы. Суп наливаем в тарелку. Главным ингредиентом являются плавленые сырки, которые придают ему кремовую консистенцию и насыщенный вкус. Овощи придают супу более насыщенный вкус и обогащают его питательными веществами. Этот суп сочетает в себе бархатистую нежность плавленного сыра с хрустящими сухариками. По желанию такой суп можно приготовить без добавления вермишели. Обязательно его приготовьте, это очень вкусно, быстро и просто.